Всем привет, наши дорогие подписчики и гости канала! В сегодняшнем видео вы узнаете информацию о Рундельском замке или дворце. И не обойдется без мистических историй, поэтому оставайтесь с нами и смотрите это видео до конца. А также не забудьте подписаться, поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями в соцсетях. Итак, мы начинаем. Дворцово-парковый комплекс в Рунделе – один из известнейших в Латвии архитектурных ансамблей, созданных в стиле барокко. В 1735 году фаворит российской императрицы Анны Иоанновны Эрнст Иоганн Бирон приобрел имение в Руентале, ныне Рундале. Через год он распорядился снести стоявший здесь господский дом конца 17 века и начать новую, до сих пор еще не виданную в Курляндии, стройку. По его замыслу здесь должно было построить дворец, его летнюю резиденцию, не хуже, чем у западных монархов. Дворец является центром комплекса, куда входят внутренний двор, конюшни, хозяйственные постройки и парки, французский и охотничий, с каналами и прудом. Регулярную планировку французского парка определяет лабиринт симметричных аллей и дорожек, стриженные деревца и живые изгороди. Вся остальная территория сформирована с использованием естественного ландшафта и высокого силуэта прилегающего к парку небольшого леса и двух речек. Общая площадь дворцово-паркового ансамбля более 72 гектаров. Возводился он с 1736 по 1740 годы и позднее с 1764 по 1769 годы. К дворцовому парку мы с вами вернемся в следующем видео, а сейчас поговорим о самом дворце. Строительством дворца руководил российский придворный архитектор Бартоломео Франческо Растрелли, помощником которого был Николай Васильев. Зодчий по желанию Бирона стремился реализовать в проекте подобие Версаля. Герцог, несмотря на то, что в его распоряжении практически была вся российская государственная казна, постоянно сетовал, что ему трудно найти средства для завершения работ. Посему он распорядился внести упрощения в проект. В 1740 году фасад был почти готов, однако достроить дворец не удалось. Вскоре после смерти императрицы Анны Иоанновны Бирон попал в опалу, был арестован и отправлен на 22 года в сибирскую ссылку. Такой поворот событий остановил стройку. Государевы люди были отозваны в столицу, подготовленные отделочные материалы вывезли в Петербург. Уже установленные элементы, двери, стеновые панели, паркет демонтировали. Лишь в 60-е годы XVIII века Екатерина II прервала ссылку, вернула Эрнсту Иоганну титул и герцогство, а Растрелли получил возможность достроить дворец. Тогда же был упразднен барочный скульптурный декор фасадов, а парадные комнаты отделали в стиле позднего рококо. Пышным великолепием отличаются три зала в восточном крыле. Здесь находится золотой, тронный или аудиенц-зал, отделанный синим и розовым искусственным мрамором, позолотой и лепниной. Огромный живописный плафон изображает богов Олимпа, вручающих корону герцогу. Танцевальный или белый зал и большая галерея, обеденный зал для торжеств, радуют глаз изящным декором, множеством рельефных пасторалей, аллегорий охоты, сельских работ, музыки и других видов искусств. В конце XVIII века сын и наследник Эрнста Иоганна, герцог Петр Бирон, продает свои дворцы и поместья в Курляндии, в том числе и летнюю резиденцию в Руентале, императрице Екатерине II, и навсегда уезжает в Силезию. Утративший свое великолепие дворец, царица в августе 1795 года дарит графу Валериану Зубову. После его смерти в 1804 году поместье унаследовал последний фаворит императрицы Платон Зубов, брат Валериана. Позже этим палаццо владела его вдова Текла Валентинович. В 1824 году вышедшая замуж за обергов-маршала графа Андрея Петровича Шувалова.
Семье Шуваловых дворец принадлежал до аграрной реформы 1920 года, когда вся собственность перешла под контроль государства. С этой самой Теклой Валентинович связана прелюбопытнейшая история, о которой я и говорила, обещая вам, что в нашем видео не обойдется без мистических историй. На самом деле эта история не настолько мистическая, насколько мистицизмом наделили ее, скорее всего, работники этого дворца и люди, которые передавали эту историю из уст в уста. Таким образом, эта история обросла некоторыми подробностями, но каждый верит в то, во что хочет верить. Давайте же послушаем эту историю, и вы решите для себя, во что верите именно вы. Итак, Платон Зубов, тот самый, который унаследовал замок Рундала после кончины брата Валериана Зубова, перебирается в Рундало после смерти своей покровительницы Екатерины II. В этот период Платон знакомится с 20-летней польской красавицей Теклой. По одним данным, он знакомится с ней в Вильне, нынешнем Вильнюсе, на ярмарке. По другим данным, девушка приезжает на бал в Рундальский дворец. Так или иначе, вскоре после знакомства Платон делает предложение Текле, и девушка соглашается. На момент этих событий девушке, Текле Валентинович, около 20 лет, Платону же Зубову около 54. После свадьбы новобрачные поселяются в Рундале, где недолго наслаждаются семейной жизнью. Увы, Платон Зубов умирает при загадочных обстоятельствах, и Текла Игнатьевна Валентинович Зубова становится наследницей крупного состояния. Вскоре Текла отправляется в Вену, где ведет образ жизни светской львицы. Она старается не пропускать роскошные балы, на одном из которых она знакомится с юным секретарем российского посольства Андреем Петровичем Шуваловым. Вскоре они играют свадьбу, о которой судачит весь европейский бомонд. И не мудрено, ловкий и перспективный дипломат сочетается браком с одной из богатейших вдов России. Естественно, в качестве приданого Шувалову, помимо всего прочего, достается и курлянское поместье Рундалы. У супругов Шуваловых родилось двое детей, Петр и Павел, которым суждено было сделать блистательную карьеру при дворе. Их история не менее интересна, и я оставлю в описании под этим видео ссылочку, чтобы при желании вы могли с ней ознакомиться. Ну а мы с вами возвращаемся к Платону Зубову, Текле Валентинович и ее так называемым подвигам. По официальной версии считается, что Платон Зубов умер от разрыва сердца. Но, как вы помните, молодая вдова не сильно горевала и тут же уехала в Вену, где весело проводила время в течение нескольких лет, и где познакомилась с графом Андреем Шуваловым. Так вот, во время ее пребывания в Вене ходили упорные слухи, что Платон Зубов был отравлен своей женой по приказу императора Александра I за участие в заговоре и убийстве императора Павла I. Якобы Александр боялся, что бывший всесильный фаворит Екатерины II может попытаться устранить и нового императора. Ходили также слухи, что саму Теклу подослали к Зубову по тайному приказу императора Александра. Она была похожа на Екатерину II и по замыслу врагов Зубова должна была вызвать у того нежные чувства. Что и случилось. Правдива или нет эта история, мы уже никогда не узнаем. В одном из источников, ссылочку на который я оставлю в описании под этим видео, я нашла следующую информацию. Местные жители и сотрудники дворцового комплекса Рундала в один голос рассказывают, что в лабиринтах дворца живут два призрака – это черная и белая дамы. Черная дама обитает в центральной части дворца, а белая дама – в юго-западной части дома. К тому же каждое полнолуние вокруг дворца вихрем мчится шестерка черных лошадей, управляет который призрак, в котором можно узнать известный по картинам придворных художников профиль Платона Зубова. Сделав несколько кругов вокруг дворца, призрак останавливает лошадей и входит во дворец, откуда тут же раздаются жалобные стоны и женские рыдания. По словам очевидцев, доносятся эти крики и рыдания из центральной и из юго-западной части дворца. Сквозь рыдания можно расслышать мольбы о пощаде и ответный раскатистый смех Зубова, от которого кровь стынет в жилах. Умели травить, умеете и ответ держать. Рыдания и мольбы слышны всю ночь, и только с рассветом, с криком первых петухов, все во дворце затихает, до следующего полнолуния. Верить или не верить, это уже решать вам.
От себя скажу, что моя переписка с нынешним директором этого дворца результата не принесла. Меня категорически отказываются пустить в этот замок ночью, поэтому единственная возможность проверить данную легенду – это оказаться на территории этого дворца ночью в полнолуние и попробовать понять, правда это или нет. Конечно, на территорию самого французского сада нас не пустят, но побродить около замка можно, если найдутся смельчаки, которые готовы присоединиться ко мне в этом интригующем, захватывающем путешествии, я буду только рада. Пишите комментарии под этим видео или пишите мне прямо в Инстаграм, если вы хотите присоединиться ко мне в этом захватывающем приключении. За сим мне остается только попрощаться с вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, делитесь этим видео и другими моими видео с друзьями в соцсетях. До встречи в новых видео. Всем пока-пока!